Поставьте лайк, подпишитесь и поделитесь этим видео, чтобы больше людей узнали этот секрет. Давайте развиваться вместе. Мужчины, слушайте внимательно, потому что сейчас будет разговор по-мужски, и он ударит вас по самолюбию. Вы постоянно жалуетесь, что не можете привлечь женщин, что они не обращают на вас внимания, что вы чувствуете себя дурачком, выпрашивающим крошки внимания, верно? Хватит этого цирка. Пора играть по-взрослому, перестать быть жалким щенком, лижущим руку любой, кто появляется на горизонте. Если вы хотите изменить игру, вам нужно понять важность быть наглым и непривязанным, создавать ореол тайны, который заставляет женщин бегать за вами, а не наоборот. Все эти разговоры о том, что надо быть и добрым парнем, всегда доступным и нытиком, только топят вас. Женщины не любят мужчин, которые постоянно их ублажают и обожествляют. Им нужен вызов, им нужен мужчина, который не будет бегать за ними с вытаращенными глазами, а тот, за кем они сами будут гоняться. Так что запомните, перестаньте быть дурачком, подпишитесь на этот канал, поставьте лайк и внимательно следите за каждым следующим пунктом, потому что они научат вас пробуждать в себе того самого наглеца и уверенного парня, который сводит женщин с ума от любопытства. Хватит ползать на коленях, умоляя о внимании. С сегодняшнего дня вы станете тем, кто контролирует ситуацию, кто умеет ставить границы, кто создает сексуальное напряжение одним лишь взглядом и играет с их воображением, не прилагая особых усилий. Будет ли это больно? Да. Вам придется изменить свою трусливую и податливую ментальность, прекратить быть эмоциональным ковриком. Если вы готовы принять этот удар по самолюбию, тогда давайте учиться. Номер 1. Поймите игру соблазнения, почему непривязанность работает. Обратите внимание, соблазнение – это психологическая игра, а не акт благотворительности. Непривязанность работает, потому что женщины испытывают естественное влечение к тому, что они не могут контролировать. Если вы ведете себя как брошенный щенок, умоляющий о ласке, они будут топтать вас без капли жалости. Но когда вы возводите себя на невидимый пьедестал, показываете, что не всегда доступны и не зависите от нее, происходит магия, ее интерес резко возрастает. Вопреки вашим ожиданиям, чем меньше вы показываете свою заинтересованность, тем сильнее она стремится узнать, почему вы не такой, как все другие парни, которые бегают за ней. Непривязанность создает напряжение, создает загадочность, пробуждает в ней охотничий инстинкт. Вы становитесь желанной добычей, а не отчаянным охотником. Эта динамика работает, потому что женщина, видя перед собой мужчину, который не сдается легко, чувствует вызов. Она думает, почему он не падает к моим ногам, как все остальные. И вот тогда она начинает вкладываться в отношения, искать вас, желать вас. Перестаньте быть эмоциональным ковриком, попрошайкой любви. Поймите, непривязанность – это не грубость, это отказ быть зависимым и отчаянным. Когда вы так делаете, игра меняется, и вы переходите от роли дурака к роли приза. Номер 2. Искусство не показывать нужду, как создать тайну. Посмотрите в себя. Вы нуждающийся, правда? Постоянно бегаете за женщинами, ищете валидацию, демонстрируете свою нужду, как неоновую вывеску на лбу. Это убивает всякое влечение. Когда вы не показываете нужду, вы создаете пустоту в ее восприятии. Она не знает, интересны ли вы ей или нет, и это сводит женский разум с ума. Тайна – это приправа соблазнения. Перестаньте отвечать на сообщения за 2 секунды, не будьте всегда доступны, не раздавайте свое время и энергию даром. Это не значит игнорировать ее или быть грубым, но это значит сохранять и, возможно, и в ваших действиях. Женщин заводит, когда они не могут легко понять, что вы задумали. Вы делаете шаг вперед и 2 назад, показываете интерес, а затем исчезаете на время, и она начинает задумываться, что происходит. В этой игре вы заставляете ее думать о вас, пытаться разгадать вас. Чем больше она пытается вас понять, тем сильнее вовлекается. Не раскрывайте все карты сразу, не будьте открытой книгой. Закройте несколько страниц. Эта загадочность создает сексуальное напряжение и любопытство, из-за чего она хочет вас еще больше. Номер 3. Используйте наглый юмор, провокации, ускоряющие притяжение. Вы думаете, что быть смешным – это рассказывать дурацкие анекдоты? Забудьте это. Наглый юмор – это тот, который провоцирует, вызывает приятный дискомфорт, намекает, но не говорит напрямую. Не будьте клоуном, будьте провокатором.
Сделайте комментарий с двойным смыслом, посмотрите ей в глаза и улыбнитесь уголком рта. Покажите, что вы не наивный, что у вас есть коварные мысли, что вы не видите секс как табу. Этот вид быстрого, двусмысленного юмора усиливает влечение, потому что показывает, что вы уверены в себе и готовы балансировать на грани дозволенного и провокационного. Женщина чувствует эту вибрацию, понимает, что перед ней не скучный парень без вкуса, и ей становится интересно. Она ловит ваш скрытый намек, и это вызывает волнение. Но не путайте наглый юмор с вульгарной пошлостью. Это тонкая игра, где одна деталь намекает на большее. Такая игра заставляет женщину ждать следующего хода, ловить каждое ваше слово. Это показывает, что вы не такой, как все эти милые ребята без искры. Номер 4. Четкие границы, умение говорить «нет» и повышать свою ценность. Теперь поговорим о том, чего вы не привыкли делать – говорить «нет». Вы думаете, что «нет» и оттолкнет женщину. Наоборот, мой друг «нет» и показывает, что у вас есть мнение и вы не готовы быть марионеткой. Установив границы, вы заявляете, что цените себя и не станете подстраиваться под каждую ее прихоть. Помните, иметь ценность значит не быть ковриком. Если она пытается вызвать у вас ревность, не поддавайтесь. Если она задерживается с ответом, не ждите, как отчаянный школьник. Установив границы, вы становитесь загадочным и непредсказуемым. Она будет думать, почему он не делает то, что я хочу? И с каждым таким вопросом ваша ценность в ее глазах растет. Перестаньте быть и мальчиком на побегушках. Смело защищайте свои стандарты. Номер 5. Покажите уверенность без лишних усилий. Осанка, взгляд и голос. Уверенность – это не о том, чтобы кричать «я лучший». Уверенность – это когда ваша осанка говорит за вас. Держите спину ровно, стойте расслабленно, не сутультесь. Ваш взгляд – ваше оружие, установите зрительный контакт и не отводите глаза. Ваш голос – инструмент власти. Говорите четко, без оправданий. Уверенность не нужно провозглашать, ее ощущают. Умейте говорить то, что думаете, и не оправдывайтесь за это. Чем больше вы излучаете уверенность, тем больше женщин захотят быть рядом с вами. Уверенность – это не шум, это тишина, которую все чувствуют. Женщины чувствуют это. Если вы готовы сделать этот шаг, то начните прямо сейчас. Больше не будьте попрошайкой, станьте призом. Номер 6. Не привязывайся к результату, как отстраненность создает изобилие. Знаешь, в чем твоя самая большая ошибка? В том, что ты одержим результатом. Думаешь только о том, будет ли она с тобой, обратит ли она на тебя внимание, получится ли что-то между вами. Ты застреваешь в страхе перед отказом, в желании получить ее одобрение, и это превращает тебя в эмоционального раба. Отстраненность – это понимание того, что тебе не нужно ее одобрение, чтобы быть счастливым. Ты самодостаточен, она – это бонус, а не смысл твоей жизни. И вот в чем парадокс. Чем меньше ты привязан к результату, тем больше шансов получить желаемое. Почему? Потому что женщина чувствует, что ты не в отчаянии, что у тебя есть варианты, что ты не умрешь, если она скажет «нет». Это создает ауру изобилия. Ты не трясешься, не превращаешься в слугу. Ты действуешь легко и естественно. А эта легкость неотразима. Когда ты перестаешь концентрироваться на финале, ты начинаешь наслаждаться процессом, шутить, создавать позитивную энергию. И поверь, именно эта энергия привлекает, а не сладкие обещания и не сентиментальные признания. Перестань беспокоиться о финале игры. Получай удовольствие от самой игры. Так ты победишь. Номер 7. Флиртуй без страха, подойди с легкостью и получай удовольствие. Ты, наверное, нервничаешь каждый раз, когда подходишь к женщине, верно? Будто идешь на суд присяжных. Хватит этого. Флиртовать без страха – это понять, что отказ – это часть процесса. Ничего страшного, если она не захочет с тобой говорить. Твоя жизнь от этого не изменится. Поэтому расслабься, глубоко вдохни и действуй легко. Скажи что-то смешное, заведи разговор на глупую тему, сделай непрямой комплимент. Флирт – это игра, а не собеседование на работу. Чем больше ты расслаблен, тем сильнее она чувствует твою уверенность в себе.
А эта уверенность притягательна. Тебе не нужно быть комиком года, просто получай удовольствие от процесса. Если она не ответила тебе, забудь об этом и иди дальше. Такая отстраненность при флирте показывает, что ты не в отчаянии и не ставишь все на одну карту. Женщины это замечают. Она видит, что ты не трус, который замер в страхе, и не слюнявый поклонник, который унижается. Ты просто играешь в игру. Если она захочет присоединиться, отлично. Если нет, тоже нормально. Такая позиция бесценна. Номер 8. Создай ауру самодостаточности. Будь призом, а не охотником. Запомни одну вещь: ты не должен бегать за женщинами. Ты должен сделать так, чтобы они бегали за тобой. Как это сделать? Создать ауру самодостаточности. Покажи, что твоя жизнь хороша и без нее. У тебя есть хобби, цели, друзья, и ты не сидишь один в темноте, плача о женском внимании. Будь призом, за который она хочет бороться, а не охотником, который отчаянно ищет добычу. Когда ты ставишь себя в такую позицию, женщины видят, что быть рядом с тобой – это привилегия, а не одолжение. Ты меняешь динамику отношений. Вместо того, чтобы умолять о ее обществе, ты показываешь, что твое общество нужно заслужить. Это вызывает у нее мощное притяжение. Она начнет больше стараться, пытаться понять тебя и стремиться стать частью твоей интересной и насыщенной жизни. Перестань думать, что мужчина всегда должен что-то доказывать. Создай внутренний мир настолько богатым, что она захочет войти в него и остаться там. Не потому, что ты ползаешь перед ней на коленях, а потому, что она видит, ты самодостаточная, независимая и привлекательная личность. Номер 9. Баланс между интересом и дистанцией. Сохраняй игру живой. Теперь, когда ты понял важность отстраненности, не превращайся в холодного робота. Секрет в балансе. Показывай интерес, но не становись рабом. Уделяй внимание, но не будь навязчивым. Будь рядом, но умей исчезать время от времени. Такая игра туда-сюда создает динамику, при которой она никогда не уверена, будешь ли ты всегда доступен. Этот баланс поддерживает притяжение и не дает отношениям стать слишком предсказуемыми и скучными. Женщины любят эмоции, легкую нестабильность, момент неожиданности. Если ты всегда будешь рядом, она заскучает. Если ты исчезнешь надолго, она потеряет интерес. Найди золотую середину. Слишком много интереса равно нуждаемость. Слишком большая дистанция равно равнодушие. Найди баланс, при котором ты показываешь, что хочешь ее, но не нуждаешься в ней. Эта игра деликатна, но овладев ею, ты станешь мастером соблазнения. Она будет сходить с ума, пытаясь понять, где ты находишься в этой игре. В процессе этого ее влечение к тебе будет только расти. Номер 10. Будь прямолинеен, но тонок. Намеки, которые заставляют ее думать. Не надо ходить вокруг да около, быть слишком милым и вечно спрашивать разрешения. Говори прямо о своем интересе, но делай это тонко. Сделай искренний комплимент, брось провокационную фразу, создай атмосферу. Но не будь вульгарным и не перегибай палку. Идея в том, чтобы она задумалась, же он действительно хочет чего-то или мне это только кажется? Поддерживай это напряжение. В то же время не скрывайся за страхом показаться заинтересованным. Да, ты хочешь ее, но ты не будешь за это умолять. Эта смесь искренности и загадочности делает женщину заинтригованной. Она не может поместить тебя в простую категорию. Ты не нуждающийся парень и неравнодушный. Ты тот, кто играет на грани, показывая искренний интерес, но контролируя себя. Это крайне привлекательно, потому что женщины чувствуют, что в тебе есть уверенность и желание, но без отчаянной спешки. Разница между поеданием дешевого фастфуда и изысканным блюдом именно в подходе. Пусть она наслаждается каждым моментом с тобой, пытаясь понять твои намерения. Такая стратегия всегда работает. Номер 11. Пробуди любопытство и вызов. Заставь ее хотеть завоевать тебя. Если ты выложишь все карты на стол сразу, в чем для нее будет вызов? Женщины тоже любят завоевывать, чувствовать, что они получают что-то ценное. Если ты сдаешься слишком легко, у нее не будет мотивации прилагать усилия. Разожги ее любопытство. Не рассказывай все о себе, не будь открытой книгой.
Давай информацию постепенно, оставляй пробелы, намеки, внутренние шутки, которые она не до конца понимает. Это заставит ее хотеть узнать больше, понять, кто ты на самом деле. Эта тайна втягивает ее в игру завоевания, она сама начнет пытаться разгадать ту загадку, которой ты являешься. И чем больше усилий она прилагает, тем больше ценности ты обретешь в ее глазах. Завоевывать нужно не только женщин, но и себя нужно заставить завоевывать. Перестань раздавать все на блюдечке. Создай обстановку, в которой она почувствует вызов, желание узнать больше, почувствовать интригу. Этот эмоциональный вклад делает женщину более вовлеченной, и чем больше она вкладывается, тем крепче становится ее привязанность к тебе. Номер 12. Практикуй стратегическое безразличие. Не реагируй на каждый ее сигнал. И, наконец, научись игнорировать определенные сигналы. Перестань отвечать на каждую провокацию, каждую косвенную фразу или мелкую манипуляцию, которую она пытается устроить. Если она пытается вызвать у тебя ревность, делай вид, что даже не заметил. Если она бросает двусмысленные комментарии, не спеши оправдываться или что-то объяснять. Когда ты не реагируешь на каждую ее приманку, ты демонстрируешь эмоциональный контроль и уверенность в себе. Она будет в замешательстве, думая, почему он не реагирует. Эта неопределенность заставляет ее терять контроль над ситуацией. Ты показываешь, что не являешься марионеткой, которая пляшет под ее дудку. Такое стратегическое безразличие повышает твою ценность и заставляет ее воспринимать тебя серьезно. Ты больше не тот простой парень, который ведется на любую уловку. Ты становишься человеком, который сам решает, на что тратить свое время и внимание. Она видит, что ты занятой мужчина с приоритетами, который не поддается манипуляциям и не ломается от мелких провокаций. Это вызывает уважение, интерес и жгучее желание понять, как ты устроен. Вот так и играется эта игра, друг. Перестань быть слабаком, который все отдает даром. Будь отстраненным, наглым и уверенным. И ты станешь тем, кто управляет игрой.